Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим энергия новой недели. Да, вот такое вот, какая энергия новой недели будет. Ну, допустим, что-то, может быть, закончилось, и что будет дальше, да, если закончилось, или наоборот, хочется, чтобы что-то закончилось. Вот такой вот посмотрим неожиданный поворот судьбы, личная жизнь посмотрим. И что вы не ждете, а оно все равно вот возьмет и придет. Вот такой расклад. Сейчас будем вытаскивать с карт информацию. Оставайтесь со мной, давайте смотреть, да. Да, и проговорите свое имя обязательно, как всегда, потому что энергия именно через ваше имя. Я всегда, знаете, на YouTube-канале на своем, да, я всегда делаю защиту для вашего имени, для вашей энергии, которая идет сюда, и чтобы вы знали какое-то послание с небес. Всегда защиту ставлю. Никакие враги, никакие плохие энергии к вам не прицепятся. С начала расклада и в конце каждый мой расклад на ютубе я это делаю. Но на других платформах оно не цепляет. Так что если будете смотреть мое видео, там энергии защиты и всего остального, прибавления счастья вам... Ну нет, там ворованное видео. Там не будет этого. Ну вот как-то так. Ну давайте, да, говорите имя. И поехали. Так, карты. Расскажите, как вы видите энергию человека, который смотрит, девушки, мужчины. Мужчина, если смотрите, да, тоже можете только немножко переставлять на себя, потому что больше я, конечно, для женщин делаю, говоря. Да? А вообще энергия сама для всех. Это чувствуется. Ну, потому что каждый находит в свое время и что-то нужное. И если вы здесь, значит, так надо. Угу, есть. Поймала энергию, поехали. Ух ты, туз посохов. Что-то вы держите. А что вы сейчас в руках держите? Или за что вы взялись? Или где у вас рука? Вот что-то вы в руках держите. Ой, ну, если смотрите телефон держите, нет, не то, что-то другое. Телефон, может и телефон, да. Так, что-то вы держите. Или недавно держали и как будто разговаривали, но не по телефону. Какая-то ментальная связь, фотография, вещь. Даже по этой карте могу сказать, может быть, вы разговаривали с цветами на подоконнике, либо вы выращиваете помидорки, там огурчики, не знаю, что-то типа этого. И тоже смотрели, думали, может, даже проговорили что-то. Что-то есть у вас. У вас очень сильная ментальная связь, духовная связь с живыми организмами на этой земле. Слушайте, по этой первой карте это сильно. У вас сильная связь. Это значит, что вы можете жаловаться цветам и просить помощи у цветов, животных. Серьезно. Но я надеюсь, вы понимаете, о чем я, да? Не так, чтобы как посмеетесь сейчас, ну посмейтесь, чего бы и нет. Когда смеешься, хорошо. Но здесь есть кое-что. Вот смотрите. Вы можете посадить цветок, либо начать выращивать из семечка, да, и даже если вы не будете ничего говорить, но вы приложите свою энергетику, потому что вы это сделаете, впоследствии, если это растение будет приносить много плодов, допустим, или радовать цветами, что-нибудь типа этого, да, знайте, что значит он сильный, или оно, да, оно, растение сильное, и оно вас снабжает энергией. Если оно засохло, если оно все погибло, или стало худеньким, а потом, может быть, выздоровеет, да, это значит, на вас очень сильная какая-то магия была или болезнь. И вот оно в себе это все
перенесло и где-то не выдержало, где-то, может быть, еще восстановится. Но это тоже плюс для вас, потому что у вас реально есть связь на этот период. Когда вы смотрите это видео, сейчас оно очень сильное. Вы недавно смотрели на небо? Не, Луна точно, я ее вижу уже несколько видео подряд. И в картах выходит, и сама, как будто в видениях. Смотрели на Луну, на звезды, на небо? Есть что-то. Реально есть что-то такое, что вас сейчас именно оздоравливает. Но это хорошо. Это с первой карты сигнификации. Это хорошо. Такая вот. Это туз посохов. Это жезл. Это жизнь. Это огонь. Туз мечей. Но здесь кого-то на место поставили недавно. И от кого-то и закрылись. Есть пожилая женщина, почти что, во всяком случае, выглядит так, в 2 раза старше вас. Или выглядит так, а всего лишь на пару лет старше, что аж в 2 раза старше. Но она выглядит, она именно вот энергетически даже, вот как будто бы старше вас намного. И она наконец-то поняла, что вы человек, которого надо было ценить в этой жизни. А знаете вы ее, какое-то время, даже, может быть, давно, может быть, нет, но вы ее знаете, и она вас. И был какой-то момент, когда она хотела, чтобы вы вообще ушли из жизни, там, может быть, ее сына, может быть, это подруга, может быть, это ваша родственница, чтобы вы потерялись где-то в этой жизни. Было у нее такое. Все равно на вас было. А сейчас у нее прозрение происходит, у этой женщины. Просто прозрение. Ей хочется снять повязку с глаз. Ей хочется открыть общение с вами заново. Ну, вам решать, надо это вам или нет. Здесь не обязательно вы должны стать обратно близки, если были. Или близки, если даже не были. Да, она хочет этого. Женщина, с сединой, естественно. Но волосы у нее... То ли она красится в темный цвет, именно вижу. Может быть, в юности темные волосы были. Такое. Темные, да. У нее косточки либо на руках, либо на ногах есть. Либо руки немножко искривленные, либо, пальчики, либо на ногах. Такая вот женщина. Она очень переживает, что она вас не ценила. Да, она хотела бы что-то исправить. И раз это в сигнификации выходит, я вот по вот этим 2 картам вот ее энергию очень сильно заметила. Значит, она именно сегодня об этом думает, и с кем-то она говорит о вас. Именно сейчас, когда вы смотрите этот расклад. Она с кем-то о вас говорит. И, кстати, неплохо. Когда-то, да, плохо говорила. Сейчас нет. Потом, мужчина есть, который злится на вас. Зачем? Потому что он хочет вас рядом видеть и постоянно с вами общаться, а вам это не интересно. Либо вам действительно, когда вы начинаете с ним общаться, я не знаю, кто это для вас, отец, брат, сын, дедушка, может быть, мужчина интересный такой или бывший мужчина, да, но вам не хочется сейчас с ним общаться. Это он хочет.
Почему вам не хочется? Потому что вы в своих интересах, вы в своих мыслях, вы устали, что вами пользуются. И вы устали, что вам навешивают чужое мнение. Может быть, и он это делает? Или не слушает вас, что вы скажете, а потом попадает в плохую ситуацию. Вот это тоже есть. И вас это мучает, бесит, и вы хотите от этого отвернуться. Мол, хватит уже, я хочу спокойно жить. Вот какой-то мужчина есть. Страшный суд, ну это высшие силы. Это высшие силы, которые сейчас с вами, слава богу, да. И когда эта карта выходит, мне нравится. Мне нравится. Это значит, что ангелы закрывают вас своими крыльями от сложных и тяжелых жизненных ситуаций. Дай Бог. И Верховная Жрица. Ждите перемен очень интересных и неожиданных, про которые даже карты пока еще не хотят говорить. Ну, раз тут закрывает все. Верховная Жрица — это тайна, которая, да, раз она вышла, откроется. Но сейчас даже и вы не знаете. Но скоро что-то произойдет неожиданное. Реально ждите неожиданных каких-то перемен и событий. Ну, давайте дальше. Давайте дальше. Так, я хочу взять архетипы, оракул. Архетипы. Посмотреть, что здесь карты. Ну и той колодой тоже буду дополнять. Что еще карты скажут? Энергия новой недели. Такое впечатление, что вы что-то реально завершили. Что-то закончилось. Может быть, выходные. Просто выходные, да. Отдохнули там, не отдохнули, но выходные закончились. А может, что-то глобальное. Что-то такое вот действительно, что хотелось бы, чтобы закончилось уже наконец-то. Либо какой-то, не знаю, какой-то что-то тянущееся, тянущееся, не знаю, как... Вот действительно, да даже эта карта говорит конец цикла. Тут написано даже мудрость, конец цикла, опыт. Но здесь по этой карте реально как закончилось что-то нехорошее. А что дальше? А дальше новый этап. Ух ты, трансформация. Карта трансформации. Карты хорошо, архетипы отвечают. Да, вы то, что прошли, вы и мудрость получили, и опыт, но это уже конец цикла. Все, реально. С одной карты ответ. Новая неделя, она принесет вам перемены. И она будет хорошими какими-то событиями наполнена, где произойдет в вас самих трансформация. Это важный расклад, опять же говорю, но у меня так, видите, у меня так. Если я расклад делаю, то обязательно хочется вытянуть что-то нужное, что действительно цепляет. Не забывайте на ютубе. Цепляет, чтобы этот энергетический посыл был именно вам на удачу. Так? Так. Именно вам на удачу. Трансформация. Создание нового. На этой неделе вот вы что-то новенькое придумаете, что-то очистите, отмоете, постираете, приведете в порядок, подошьете. Такое впечатление, что этими действиями вы начнете какой-то нормальный такой и интересный этап. Вы работаете на работе, дома, вы работаете, вы живете, и да, вы что-то делаете. Может, даже много. Но смотрите, получается так, что наконец-то вас увидят. И вам будет это нравиться. А нравится как? Вы делаете не просто так, а за спасибо, реальное, настоящее своих родных, и за финансы. И за финансы, которые должны платиться для того, чтобы тоже радоваться. Правильно? Вы же вкладываетесь. Вот этот этап происходит в вашей жизни прямо сейчас.
и начало этой недели, ну, с сегодняшнего дня. Я не знаю, когда вы смотрите, в какой день недели, без разницы, без разницы. Главное, что с этого дня начинается ваша неделя, либо ваш, не знаю, там, месяц, или там еще дальше, да, на перемены, на изменения. Еще хочу сказать, по вот этой карте чувствуется очень сильно, что у вас давление, и я сейчас за голову взялась, голова побаливает периодически. Как будто висок немножко даже, как надувается и стучит. Что-то типа этого, какой-то дискомфорт, либо болезненное ощущение. Но давление, да, может быть повышенное именно. Если давление, слава богу, нормальное, берегите себя вообще в любом положении, в любой ситуации, не знаю, берегите себя. Да, голова может побаливать, но это тоже должно пройти, потому что сейчас энергетические силы, не знаю, если честно, я не верю в вот эти вот магнитные бури. Но если вы верите, да, это может отразиться на вашей головной боли. И если честно, я не верю. Нет, ну где-то есть там в подсознании, что да, есть магнитные бури, но я себя стараюсь ключиком закрывать от этого. Я даже говорю вслух, я не верю в это. Даже кто-то, если начинает говорить, о, сейчас магнитные бури, вот такое-такое число, я говорю, я не верю. Все. И у меня не болит голова, потому что я сказала и закрыла ключом. В меня эта магнитная буря не придет. Вот можете попробовать тоже так же делать. Это я как бы по своей ситуации, по своему опыту говорю, мне помогает, реально помогает. Попробуйте тоже, когда головные боли, или там кто-то сказал, где-то вычитали, ага, магнитная буря, все, я не верю в это, и вы как будто представляете себе в этот момент, что вы ключом закрываете дверь, эти магнитные бури стучатся, но пройти к вам не могут в ваш дом. Вот. Но здесь может такое быть, да. Сегодня я чувствую, что у кого-то либо давление, либо вот голова побаливает. Что еще карты скажут? Неожиданный поворот судьбы вас ждет. Да и он вообще, по-моему, проходит уже. Храбрость, решительность, победа. Ой, даже в архетипах идет победа. Герой времени, герой жизни. Вы на своем правильном пути по вот этой карте. Да, вы храбрый человек, но просто иногда устаете, потому что хочется забить на все и все, вот что-то такое. Знаете, то, что меняется сейчас в вашей жизни, вы не совсем хотите принимать. Вам кажется, что это тяжело и что это неправильно. Нет, как прежде не будет, да, а хотелось бы. Но многое изменится действительно в таком направлении, что вы даже потом скажете, ой, я даже и не ожидала вот такого вот. Многое будет меняться. Знаете, вас силы берегут для того, чтобы вы жили дальше, потому что вы, ну как сказать, вы в свое время, каждый человек в свое время должен приносить что-то в этот мир. Вы уже приносили, но у вас еще этот потенциал не закончен. У вас еще жизнь длинная, и вы много еще принесете. Поэтому, в принципе, спасибо. Даже подсказкой от карт. Потому что это приятно слышать. Что я это вижу, реально я это вижу. Я слышу это через поток, я говорю это вам, вы как бы через меня, да, от потока этого слышите. Но вы действительно герой своего времени. Вы действительно человек с большой решительностью и с тем, что, ну, с большим потенциалом, который, да, будет приносить пользу в этой жизни. И если это есть, у вас еще не закрыты ваши пути, у вас еще очень много впереди. Еще раз говорю, дай Бог, пусть будет так. Ну, вы человек открытый, независимый, приключения любите. Мудрость, ну, это без этого никуда, у вас есть это, да. И, кстати, вы иногда вот по этой карте по-другому себя ведете с людьми, как другие, вот вы другая. Есть люди, которых могут послать подальше, которых другие люди могут послать подальше и сказать, ой, это вообще ничтожество, там, или это глупый человек.
А когда вы с этим человеком, вы можете усмотреть в нем какой-то потенциал, и что в нем действительно есть. И вы не скажете этому человеку, что ты глупый, да пошел ты отсюда. Ну, можно сказать, если он действительно глупый. Либо там злой очень, либо он действительно там что-то хочет плохое сделать. Но вы многим помогаете в жизни даже просто словами поддержки. Хотя их мало кто поддерживает, а вы поддерживаете. И это большущий-большущий плюс в вашей жизни. Вот по этой карте. Это как волшебная палочка, которая и для других действует с ваших рук, но и в то же время сигнал, энергию, увеличение жизненного цикла продлевается вам. Дай Бог. Пусть будет так. Вот так. У вас идет освобождение, разрушение барьеров и сбрасывание цепей. Здесь цепь такая в руках. Что вас держит? Что вас останавливает? Что вас тормозит? Может быть, что-то вам не подвластно, да. Но вы просите и будете услышаны. В непонятной форме придет исправление. В непонятной, но многое что исправится. И я вам говорю, у вас судьба еще интересная, ого-го какая. Это однозначно. А ну давайте с этой карты, с этой колоды, вернее, посмотрим еще что. Я еще архетипы доложу. Это прошлое. Ух ты! А прошлое и следующая белая карта. Это значит, вы реально из прошлого выходите на чистый лист. Это не пропасть, это не упадок какой-то, это не заканчиваете вы. Да, это у вас еще впереди много чего не написано. Недаром Верховная Жрица все-таки выходила в сигнификации. Ждите каких-то интересных событий, неожиданных, но они светлые. Они на белой страничке, на белой карте. Вы выходите из прошлого. Так, что еще карты есть? Подождите, еще одну. Это подвешенная, тогда не одну, тогда еще. Подвешенность и умеренность. Так, а еще здесь любовь и мое, деньги, финансы, моя жизнь, мой дом. И как прогоняете что-то третье. Паж Пентаклей, начинаете, да, не с нуля, но начинаете какой-то, как идете, что-то закручивается, что-то увеличивается. Сейчас. Многое тяжело в вашей жизни проходит на сегодняшний момент. Вы к чему-то не можете привыкнуть. Никак не можете привыкнуть и смириться с чем-то. Никак. И вас люди бесят периодически. Есть такое. Да, возможно, чем-то пришлось вам пожертвовать в этой жизни. Но с белой карты вот это все, это ждите реально неожиданных перемен. Смотрите, чем бы вы себя не успокаивали, вам все равно тяжело себя успокоить, понять, прийти к этому, но вы умеете себя восстановить после всего. Да, успокаиваться тяжело, да, принимать тяжело то, что происходит, но вы умеете себя восстанавливать. Это намного больше. Это намного больше. И любовь у вас восстановится. Вот. Первые шаги, может не первые, но вы идете, вы не стоите на месте, вы в своих руках свое держите, и вы не отдадите больше то, что вам принадлежит. Вы уже знаете, что вы хотите, и это будет идти к вам в руки. И это будет идти к вам в руки. Это четверка Пентаклей, это карта «Мое». Вот мое и все.
Вот, на листочке напишите. Хочу свое, там, любовь, удачу и все такое, да. А ну еще карты. Новые дороги. Императрица вы в своих дорогах. Это императрица. И 6 мечей — это выход из тяжелого. Ждите мира, ждите радости в свой дом. Ждите. Это будет. Это будет, и вы это встретите. Вы это встретите шашлыками. Да-да-да. Будет такое время, когда на работе что-то вот улучшится, либо какую-то премию получите, либо новая работа, либо переезд на новое место жительства, либо новый человек, очень сильный, хороший человек в вашу жизнь, как семья вот заново родится, да. Мир в вашей жизни наступит. Даже так скажу. И обязательно это будет. Вы в этой жизни императрица. Вы в этой жизни. Еще раз скажу, да будет так. У меня мурашки. У меня мурашки, сильные, сильная энергия. Я говорю, недаром вы присутствуете здесь, когда ваша энергия соединена с энергией Вселенной, и вот отсюда идет посыл, чтобы я вам его передала через все это. И мне нравится. Мне это нравится слышать тоже. Серьезно. Можно, в принципе, сделать расклад, где что-то плохое достать, да, но не знаю, надо ли. Потому что у многих, вот по 6, у многих из вас есть настолько сильно болезненные воспоминания, и что иногда, да, можно сказать, хотелось бы, чтобы память отшибла, но память не отшибет. Но вот есть такое по 6. Единственное, что скажу, вы императрица, и у вас дороги новые, открытые. Вы долго чего-то ждете, какое-то событие или что-то еще. И меняться начинает. Вот, 8 посохов — это быстрые перемены даже. Может, неожиданные перемены, может быть, перемена в свое время, но вы будете радоваться. Действительно радоваться. Кстати, будете принимать скоро решение какое-то, может быть, даже сейчас вы хотите понять, да, как поступить в каком-то весомом деле своем. Вот что-то вы взвешиваете все за и против. Как мне быть? Того слушать, или себя слушать. Либо сделать так, либо сделать так. Либо пойти, либо отступить. Вот есть вопрос. Но по 9 пентаклей вы сделаете правильный выбор. А что правильнее? Карта. 8 мечей — выход. Снимай с себя повязки, ограничения и иди к своей цели. Ты правильно делаешь, и ты, как это сказать, получишь то, к чему ты идешь, к чему ты стремишься. Это хорошая стабильность. Здесь может быть деньги, учеба, и какие-то еще ваши вопросы. В принципе, расклад общий, но здесь вопросы идут. А по 8, да, снимай, ангелы помогут. Да и вообще время пришло. Нет, ждать ничего не надо больше. Иди к своей цели. Вот, даже по 7 пентаклей хватит ждать. Это карта ожидания. Хватит ждать. Ты получишь свое счастье. Ты будешь любима, ты будешь любить жизнь эту еще больше, чем сейчас. Потому что будет хорошо. Это ваше. Реально это ваше. А ну, давайте еще архетипы посмотрим. Так, давайте рассказывайте еще несколько карт, что вы хотите передать. Энергии новой недели. Это уже не сильные энергии этой недели. Слушайте, вот точно что-то закончилось. Праздники, воспоминания наконец отодвинули, уборку закончили. Что-то вы закончили.
Или заканчиваете, вот как закончите, все, энергия новой недели, энергия нового дня, энергия нового месяца. Вот они врываются в вашу жизнь. И да, неожиданное что-то ждите, это поворот судьбы. Личная жизнь, какова она будет, какая она будет? Заботливый человек идет в вашу жизнь. Вот это ответ. Доброта, сострадание, забота. Любимый. Любимый идет в вашу жизнь. И вы будете любимой. Так что личная жизнь, ну, по книге судьбы вот есть у вас. Есть заботливый человек, хороший человек идет в вашу жизнь. Так вот. Что вы не ждете, оно должно случиться, допустим, да? Трансформация, в принципе, она уже выходила здесь, но еще карта трансформации, но сильный такой. Это что значит? Что вы не ждете? Башня. О, вы не ждете чего-то очень интересного. Башня и двойка, да, вы сомневаетесь в чем-то, может быть, и вы решите это сомнение. Но здесь еще кое-что будет. По башне это как будто бы, знаете, трансформация перемен, но оно... Нельзя восстановить, нельзя вернуть то, что было. Иногда очень хочется вернуться назад, но по башне нет, не получится. По башне я больше скажу, что вы наоборот построите себе такое, что наконец-то будете радоваться. И вы впустите в свою жизнь таких людей, с которыми вы будете радоваться. По башне здесь как будто идет восстановление, кирпичик за кирпичиком. Но то, что разрушено, то разрушено. То надо уже и оставить. Вот так карта говорит. Поэтому трансформация идет, но больше проявите себя в творчестве и скажите, что вы сила для Вселенной. Я сила, и я справлюсь и с магией, и с какими-то неприятностями, и очень сильно притяну к тебе удачу. Вот говорите так, что вы сила, и трансформация будет открываться с нужной стороны в вашу жизнь. Вот этим картам. Да, интересная карта вышла. Ну, давайте еще напоследок, да? Чуть-чуть. Ну, какие-то тайны вам откроются, ну, если они вам нужны. Если они вам нужны. Кстати, сон кто-то видел недавно или вот-вот приснится. Кстати, да, может быть и вот-вот приснится. Либо недавно вы видели что-то необычное, что-то не такое, как всегда. Там был какой-то сигнал. Не могу сказать. Бессознательное, как тень этого сна, но оно будет влиять. Ну, как подсказка, можно сказать так, как подсказка. Может быть, даже к тому двойственному вопросу. Либо приснится, либо уже снилось. Кстати, есть еще человек. Не у всех, но у кого-то из вас есть рядом родственник какой-то, вот родственная душа, может быть, да? Ну, друг или подруга, который иногда, который, да, иногда что-то говорит. И у него тоже есть такое, что он вот предсказывает. И к каким-то словам тоже можно будет прислушаться, и вы сделаете свой правильный выбор. Свое и этого человека. Этот человек темный. Опять вижу темного человека. Он... Нет, это не тот человек, которого я уже видела как-то в раскладах. Это другой человек. Это человек вашего возраста. Да. Либо душевно с вами на одном уровне.
интересы, да, может и разный возраст быть, но значит энергетически на одном уровне вы. Потому что все-таки расклад реально общий, я вот так вот не могу сказать, чисто по паспорту. Но я вижу, что он как будто бы на вашем уровне. Это значит, у вас интересы одинаковые могут быть, у вас понимание жизни одинаковое, может быть, там где-то может различаться, но все-таки. И вы психологически на одном уровне. Либо, да, по возрасту. Но вот этот человек, да, вам подскажет какой-то очень такая вот нужная, важная и своевременная подсказка будет, чтобы выйти из какого-то неприятного момента, либо обойти его и не допустить. Я не знаю, надо было это, но карты показали. Не случайная встреча. Кстати, человек, да, черноволосый, темноволосый, каштановые волосы, но они какие-то темные. Вот такое темное вижу именно. Даже не знаю, как еще описать. Не знаю, как описать, серьезно. Закрылась картинка, я не могу его описать. Иногда так открыто льется, а сейчас нет, раз закрылась. Может быть, не всем нужно знать. Может быть, есть какие-то моменты, когда не надо открывать полностью. Ну, давайте так оставим пока что. Так, дальше. Ну, чтобы кто-нибудь не сглазил там, да, или что-то не оттолкнул подальше, потому что надо рядышком, чтобы было. Так, по вот этим двум картам здесь идет отшельник и бунтарь. Вы как будто бы действительно вырываетесь из одиночества, и одна вы точно не будете. Хотя вы чувствуете, что такое впечатление, можете даже сказать, что я одна. Рядом люди, а все равно меня как будто бы игнорируют. Нет, вас не игнорируют. Просто хочется немножко успокоиться, хочется немножко расслабиться, а не получается. Поэтому вы еще и немножко на себя навешиваете то, что не существует. Нет, вы нужны. Вы реально нужны. И не для того, чтобы вами пользоваться, а потому что вы есть. Так что, не знаю, по вот этим картам, как бы вот сбрасывай сама с себя эту вуаль, когда ты, или там темные очки, да, давайте так скажу, сбрасывай, снимай темные очки. Как будто здесь такая подсказка идет от Вселенной. Что дальше? Перемены дальше хорошие. Понимание. Не обижайтесь. Иногда вас обижает какой-то человек. Не обижайтесь, он не хочет этого. Скорее всего, даже по вот этой карте вы не совсем понимаете то, что он говорит, и то, что он чувствует. Вы ошибаетесь. Так что не только в людях есть что-то не так, но бывает, что и в нас есть что-то не так. Здесь эти две карты рядом, они сказали это, что вы иногда ошибаетесь, думая о человеке, что ему все равно на вас. Либо он хочет вас обидеть, либо или она, да, или он, либо он специально, этот человек, говорит вам гадости. Нет. Скорее всего, немножечко не, ну как, на своем языке он говорит, на своих эмоциях он говорит. Его с другой стороны понять надо. И вы очень близки станете с этим человеком. Потому что этот человек реально хочет для вас счастья, удачи. И, скорее всего, этот человек, которого вы кое-где не понимаете и обижаетесь на него, вот это и есть тот человек темноволосый. Но он закрыт. Он понимает
я не знаю, как это сказать, он понимает в оберегах, может быть, в церковь ходит, свечки ставит, за здравие просит, может быть, просто в небо обращается. Скорее всего, он еще просит у небес, чтобы, да, и с ним люди хорошие рядом были, а не все плохо. Ну, вот такой человек. Это рядом с вами. И как бы на сегодняшний день, наверное, это важный вопрос, который вот хотели карты, даже не карты, а высшие силы, либо ангелы ваши, вам передать вот через эти карты. Через эти карты. Ну, как будто бы, ну вот здесь спиной, а здесь вроде как и лицом, но в цепях, да, и как будто бы вот вы, вот он там вот лицо, и вот так вы как будто бы вот встречаетесь с этим человеком. Вы долго не ждали какое-то, или ждали какое-то событие, ждите, все начинает меняться, еще раз хочу это сказать. Ну вот и человек интересный, как будто бы вот отношения меняться будут, на удивление в лучшую сторону. И, кстати, еще могу сказать здесь, не для всех, но для кого-то очень важно и весомо. И я не удивлюсь, если через месяц, плюс-минус, там, может быть, 2 месяца, вам сделают предложение руки и сердца. Плюс-минус, может, даже скоро-скоро, на днях. Вот кому-то сделают предложение руки и сердца. Серьезно, вы как будто бы находите друг друга. И ему необходимо было вас увидеть через судьбу. И вам его. Ну, если мужчина смотрите, то вот вам и девушке, да, вот вы как будто встречаетесь. Такое впечатление, что вот этот всадник любви идет к древу родовому. Императрица. Воспитание, изобилие природы. Императрица, вы находите вот древо, действительно древо природы. Вы находите свое счастье. Так что не удивлюсь, пишите в комментариях, да, под любым видео. Потому что я чувствую, что кто-то из вас меняет судьбу свою уже сейчас. И да, сделают кому-то из вас предложение. Руки и сердце. Кто-то из вас встретит нового человека, и с этого все начнется. Угу. Вот так. Всадник, как я сказала, это, наверное, сама императрица. Если мужчина вы смотрите, значит, императрица несет в вашу жизнь вот это древо. Если вы мужчина, да, а девушки мои хорошие, это вы, которые вы несете, ну, которые несете это древо, и это древо судьбы, это древо рода, это древо жизни. Потому что по-любому в женской энергетике это все сильнее и нужнее. Но мужская энергия тоже нужна. Ну, есть люди, которые не хотят быть в паре. Но это их жизнь, пусть у них все будет хорошо. Мы желаем всегда добра, чтобы добро возвращалось. Но здесь вижу, что у вас по судьбе именно не быть одной. И вы не будете одной. Вы не будете один. Вот это вот как будто бы действительно как родовое что-то идет. А хотите, я вам сейчас скажу, давайте я последнюю карту сейчас достану и скажу шепоток на удачу. Сейчас последнюю карту достану. Радость, спонтанность, жизнь в данный момент, которая берет начало. Да, шут, но шут это, во-первых, с одной стороны радость, шуточки, с другой стороны это как по Таро, да, картам, это нулевой аркан, когда жизнь начинает крутить свое колесико и многое начинается с нуля, потому что кое-что заканчивается, но и в то же время многое продолжается, потому что еще не закончилось, а должно, ну многое же мы должны, там что-то начали и вот закончить, чтобы получить результатик, да. У вас эта жизнь просто превосходна, столько всего, ух, событий будет много, о, какая карта. И да, давайте по вот этой карте я скажу шепоток на удачу. Хорошая карта в конце вышла тоже.
с одной стороны, знаете, как шут, не очень хорошо вроде бы. Нет, в данном случае это прекрасно. Это когда ты действительно вот расслабился и пошутил, и послушал шутки. Ты наконец, вот эта радость, это спокойствие, эти шутки, которые именно вам нравятся, они же наоборот успокаивают, здоровье нормализуют. Вот это идет в вашу жизнь, когда все наконец-то становится на свое место. Дай Бог! Поэтому говорю вам шепоток. Так, можете повторять сейчас, можете написать в комментариях, беру. Там, да будет так, да? Вот, может быть, какие-то свои комментарии напишите. Ну, пишите. Почему бы и нет? Энергия расклада, она с вами соприкасается и через комментарии ваши. Оставляйте комментарии, берете себе силу на Ютубе, только на Ютубе. Итак, сейчас. Шарики, небо, да? По небу удача летает, глазастым помогает. А я посмотрела, удачу заимела. Да будет так, да так оно и будет. Именно по этой карте, именно вот этот шепоток мне пришел сейчас, потому что, видимо, сейчас он важный. Именно сейчас. Но оно реально. Вот они все шарики, они же к небу, да? И глазастым как? Ну ты их увидел. И вы открыли глаза, увидели, значит, удачу заимели. Ну и да будет так, естественно. Давайте еще раз, да? Еще 2 раза. По небу удача летает, глазастым помогает. А я посмотрела, удачу заимела. Да будет так, да так оно и будет. По небу удача летает, глазастым помогает. А я посмотрела, удачу заимела. Да будет так, да так оно и будет. Все. Вот такой вот расклад. Счастье вам огромадное, преогромадное. Пусть оно всегда действительно будет у вас. И удача, и радость, и шутки, но только в хорошем смысле, в хорошую сторону. Да? Остаемся со мной до следующего видео. Посмотрим, что там будут карты показывать. И да, я с вами не прощаюсь. Увидимся, услышимся на связи. Всего доброго еще раз. Все.